И снова о городах Шойгу. Градостроительные инициативы министра обороны Сергея Шойгу вызвали массу эмоций, позитивных и негативных, в России и за рубежом. Прозвучало немало критики в духе того, что денег в стране нет, что все это пустое прожектерство и предвыборная маниловщина, что лучше потратить бюджетные средства на уже существующие города, чем городить их с нуля в чистом поле, что никто в холодную заснеженную Сибирь к волкам и медведям в своем уме не поедет и так далее в том же духе. На днях в прессу утекла информация о том, где может появиться первый Шойгубург, и после ознакомления с предварительными параметрами этого проекта можно заключить, что он строится на вполне здравых основаниях и имеет хорошие шансы состояться. Стоит напомнить, что Сергей Кужугетович, озвучивая свою инициативу, сделал отсылку к опыту СССР, очевидно вдохновляясь советскими планами по освоению Сибири. Сталин хотел соединить западную и восточную части страны тремя идущими параллельно железными дорогами – Транссибом, БАМом и Трансполярной железной дорогой. Также они должны были пересекаться железными дорогами перпендикулярно с юга на север. В частности, на Ямал должны были протянуть так называемый северный широтный ход, как ответвление Трансполярной железной дороги. Таким образом, формировалась единая и надежная система транспортной связности самой большой страны на планете, а на местах пересечений предполагалось возвести крупные населенные пункты. Увы, не всем планам было суждено сбыться, однако в настоящее время правительство РФ приступило к расширению пропускных способностей Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, а к Ямало-Ненецкому автономному округу тянется автомагистраль общей длиной в 2545 километров. Итак, мы видим возвращение к некоторым инфраструктурным идеям советского периода. Но где конкретно можно построить эти города Шойгу? Сибирь такая большая, а федеральный бюджет и правда не резиновый. Не будет ли лучше сосредоточиться на развитии уже имеющихся населенных пунктов, о чем с заметной обидой говорят сами сибиряки? Истина, как всегда, где-то посередине. Из утекшей в отечественную прессу информации стало известно, что первый Шойгубург может появиться в Минусинской котловине, а якорным для проекта нового освоения Сибири станет весь Ангаро-Енисейский макрорегион. Почему именно оттуда стоит начинать новое покорение Сибири? Сибирская Италия. В представлении жителей Центральной России и тем паче иностранцев, Сибирь – это что-то такое огромное и малонаселенное на карте справа, где бродят вечно голодные медведи-шатуны, охраняющие от бородатых геологов богатые ресурсами недра. Там всегда холодно и страшно, и все хотят оттуда уехать. Но Сибирь, она такая разная. Минусинская котловина, о которой идет речь в рамках градостроительных инициатив министра обороны Шойгу, находится в южной части Восточной Сибири. Данная местность расположена между несколькими горными грядами и отличается необычайно мягким климатом. Средняя температура в июле месяца составляет 21,1 градуса по Цельсию, в январе – минус 18. Зимы малоснежные. Большая часть почвы котловины представляет чернозем, вегетационный период длится 160 дней. За такие комфортные климатические условия еще ссыльные декабристы называли Минусинскую котловину Сибирской Италией. Вот так. А нам на серьезных щах рассказывают сказки, что земля в Сибири никому даром не нужна. Ну-ну, макрорегион. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что Шойгубург и упомянутые 3-5 городов не будут возводиться в сферическом вакууме. В качестве точки опоры в данном перспективном с экономической точки зрения регионе может быть использован Ангаро-Енисейский макрорегион, куда включают Хакасию, Туву, Красноярский край и Иркутскую область. Помимо нового города-миллионника, который необходимо построить, будет сделан акцент на развитие уже существующих. Братска – 242 тысячи человек, Ангарска – 231,9 тысячи человек, Усть-Илимска – 83 тысячи человек, Усть-Кута – 42 тысячи человек и Саянска – 41 тысяча человек. Ангаро-Енисейский регион уже не первый год значится в приоритетах у федерального центра, находясь в первой пятерке по инвестиционной привлекательности. В Красноярском крае совместно Русалом и Русгидро строится Богучанский алюминиевый завод. В Иркутской области в строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода вложено 170 миллиардов рублей и еще 168 миллиардов в завод по производству полимеров в том же Усть-Куте.
Есть перспективы по развитию горных кластеров в Ангарске, Братске и Усть-Илимске. Таким образом, уже имеются мощные градообразующие предприятия. Если в регион перенесут подальше от ракет НАТО и оборонные предприятия ВПК, то картина заиграет совсем иными красками. Шойгубург станет неформальной новой столицей макрорегиона, крупным научно-производственным центром, а вместе с ним в синергии вырастет и общая численность населения уже существующих городов. Водородный кластер. Но ни одной оборонной промышленностью может прирастать богатство Сибири. Шойгубург имеет все шансы стать важным центром нарождающейся водородной энергетики. Как мы уже рассказывали, ведущие мировые державы приступили к процессу декарбонизации своей экономики. Россия имеет необходимые ресурсы и технологии для того, чтобы стать крупным поставщиком голубого, желтого и зеленого водорода. Желтый, вырабатываемый при помощи атомной энергии, это новое перспективное направление, которым занимается госкорпорация «Росатом». Голубой водород – тема «Газпрома» и «Новатэк», а зеленый, выделяемый из воды при помощи возобновляемых источников энергии, может стать проектом Шойгубурга. Так, этот новый мегаполис, по всей видимости, появится на берегу Енисея, где неподалеку имеется Саяно-Шушенская ГЭС. Если сложить вместе речную воду и энергию воды, то на выходе мы получим зеленый водород. Экологически чистое топливо может быть использовано как в производстве промышленной продукции, имеющей низкий углеродный след, так и для экспорта за рубеж. До Китая, которому может понадобиться зеленый водород, от Минусинской котловины не так уж и далеко.